Ого! Великая река. Ну вот, уже почти вершина. Мы на самом вершине гребня. Мы на гребне скалистой волны. Но даже и здесь дотягивается мошка и едва ли дает покоя. Будем делать костерочек, дымокурчик. Здесь камни и мелкая растительность. Дров не найти, поэтому мне пришлось с собой нести небольшую вязанку наверх. Вчера меня отсюда выгнала усталость, жара и нехватка воды, пришлось подниматься второй раз, поскольку я хотел вам показать виды отсюда, а заодно и рассказать про снаряжение, на что снимаю, ребята спрашивали, то да все. Ладно, дымокур, потом все, а иначе нам покою не дадут, кошмара нам покою не даст. Эй, торопись! Торопись, покупай живопись. Как индейцы разведем костер. Так, давайте-ка дровишечки освободим. Вот труд металлической латунной коробочки. Коробочка вот такая, старинная, сейчас поближе покажу. Вот стерня у меня. И змеиная шкура, которую нашли. Кожа, вернее. Да что такое шкура? Шкура у змеи, шкура, кожа. Шкура у барана и носорога. А у змеи кожица. Нежная, нежная кожица. Так, кожица. Кожица, кажется. Па-пара-па-па-па. Так, что-то ты неправильно делаешь, Серега. Мошка сожрет, Серега. Торопись. Главное, бересту поджечь. А потом дело техники. И мы в походе не пропадем, а спички пускай вымокают. А мы костерок разведем. О, все, дым. Ха-ха-ха. Капюшон долой. Муха-то удалой. Там вот сразу пропасть, вот она. Так. Особый старательский. Был такой рассказ, в армии читал. У нас хорошо была библиотека. На какой-то планете. Фантастический рассказ. Так, мне чтобы оставить еще пить. Так, вот нам на бокал чая хватит. Тем более костер небольшой, много воды не вскипятит. Какие-то ресурсы добывали ископаемые на какой-то планете. История. Называется особый старательский. Что за особый старательский?
Вот и герой этого рассказа тоже не знал. У тебя, говорит, будет приз, говорит, особый старательский, если ты, говоришь, все там сделаешь как надо. Добудешь там сколько-то тонн какого-то лютого ископаемого топлива полезного, на грамме которого может двигаться космический корабль много-много световых лет. В общем, такой ресурс. Ага. А там была проблема с водой на той планете. Вода — это вообще дефицит. Поэтому думал, что за особый старательский. А оказывается, это вода. Оказывается, это вода. Самая обыкновенная вода. Когда пересыхаешь от жажды, я не знаю, это очень страшно. Слиток золота отдашь за глоток воды. Огонь. Поэтому, когда в горах, где-то на возвышенности нет воды, это дороже золота. Такие простые вещи начинаешь ценить. Богатство надо экономить. Вот и чаек вскипел. А вот его на камень поставим сюда, сейчас запарим быстренько. Где у меня штучки? А где у меня штучки? Вот у меня штучки. Маленькая китайская баночка с иглоглазками. Написано по-китайски. Чай. 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 Че? Вот щепоточку на бокал хватит. Не сильно крепкий. Не помой. Так, готово, паря. Готово, паря. Накроем тряпочкой. Напарится маленько. Вот так. Поближе. О, тепло идет, хорошо. А мы тем временем подживим огонек. Оттуда он совсем не ослаб. Дождик мелкий пошел. Здесь на скале. Сейчас мой лен вымокнет, и я буду мокрый. Но у меня жилетка есть, я оденусь, ветерок назревает. Как из сундучка. Кто смотрел мультфильм советский еще, «Обратная сторона Луны»? Там дядька шел, грузин, чемодан. Вернее, он его катил сначала. Ничего нету, все оттуда. Ну, кто видел. Вот и я так же. Вроде нет ничего. Трах-тебедох, хоп, что-нибудь вылезло из рюкзака. Все. Вот чашка, игрушка. А вот и хлеба краюшка. И давайте-ка немножечко позавтракаем в этом очаровательном уникальном месте, коему сотни тысяч и сотни тысяч лет, каль бы не миллион, под прекрасным летним дождичком. Боже мой, потрясающе. Приз особый старательский. Так, накрой-ка хлеб, а то он вымокнет, прежде чем мы его положим в пасть. Кубик сладкой глюкозы.
пожалуй, не повредит. Это все замполит. Так, а чем помешать? А помешаем веточкой вот этой. Ей можно. Та-та-та-та-та-та. Дождик прекрасен. Итак, сейчас я сделал такой официоз. Друзья, подписчики, кто интересовался, что там ты, Серега, себе нашил за снаряжение, что вообще на тебе обуто и надето, на что ты снимаешь. В данном случае меня записывает фотоаппарат Sony 6300. Кропнутая матрица. Также я использую GoPro Hero 7. И у меня еще есть экшн камера Сонька X3000 4К. Но я с ней еще не работал. Там надо кое-что с ней еще сделать. Это, собственно, вот основные мои 3 инструмента. Монтирую на ноутбуке Legion. Вот купил недавно, 145 кусков отдал за него. Все подорожало. Это что касается техники. Я так вкратце. Звук. В данном случае звук стоит звуковой рекордер Zoom X5, 5-канальник. Вот я на родной микрофон снимаю. У меня пушка к нему есть, но пушка отдельно, она для подписи, для записи голосов птиц, допустим, какие-то вот макросъемку делать, то прочее. Это что касается техники. Про ноутбук сказал. Что на мне обуто и одето? Это жилетка, я ее называю ванкуверка. Вот так стилизовал ее маленько в индейском стиле. Это моя старая, кто помнит с моей этой ситуации саянской. Это у меня раньше была дошка. Я потом дошку перешил, а с нее сделал жилетку. Она мягонькая, легонькая, хорошая шкурка, гуранья, по-моему. Милое дело. Вот. Поняга моя. Жилетку туда чуть в пропасть не выкинул. Поняга сама сделана из черемухи. Это черемуха. Черемуховые прутья свежие. Я их порубил, еще в озеро кинул. Они у меня там мокли до осени лежали. Ну так, чтобы это самое размокли. Я их, значит, согнул, замотал. Видите, вот эти рожки, вот это самое важное у поняги. Я сейчас поясню для чего. Здесь различные ремни крепления, сухарная сумка, она привязывается. Все до самой рамы все отстегивается. Также я решил использовать свой старый ягдаш, потому что вещь удобная. Он тоже отстегивается, все имеет двойное назначение. Его можно для дичи использовать. Также сюда очень удобно в сетку ложь, она широкая становится. Я вот ложу свой чифербак. Ну, то есть такой мгновенный чай я называю. А вот на эти постромки, очень удобно вешать вот что угодно. Берестяные скрутки я это называю костер. Берестяная скрутка и мелкие веточки, чтобы заранее где-то остановишься, а бересты нет, а у тебя с собой. Или вот как сегодня вы видели, я вот нес сюда вязаночку дров небольшую, поскольку здесь дров нет на горе. Это вот поняга, вот лямки ее. Ну тут здесь все как бы. Теперь я сейчас покажу для чего. Теперь что касается пояса. Обыкновенный ремень. Он сделан как портупея. Патронтаж. Вот 2 патронные сумки. Полные. Но вот 2 у меня в стволе, сейчас покажу. 2 патронные сумки. Нож мой с 2003 года. Финский, Мартиини. Я его очень люблю. Надо будет еще купить. Я себе лапландский заказал, спарку. Но что-то она так и не пришла. Там какая-то мутная фирма. Я деньги им сразу переводить не стал. Наложенного там нету. Вот он, видите, какой потерся, уже орнамента не видно. Это моя, я ее так называю, шуточно, седельная сумка. То есть здесь, если достать, один отдел все время пустой. Сюда можно тоже что угодно там нашел, где-то в лесу бересту положить. Труд говорю, огниво. Вот мое огниво, видите, советское еще, это СССР. Нашел такой пенальчик. Вот он у меня в этом пенальчике прячется. Металлическая коробочка для трута, для различного. Я вот сегодня шкурка здесь змеиная была, стерня вот эта вот легкая. Трут это для искры. То есть мы искру когда ширкаем огнивом для этого. Вот. Убираем опять в седельную сумку. Как будто я лошадка.
А вот эта вот гильза пустая от 16 калибра. Я пробку винную сюда сделал. Так, видно меня, нет? Видите, без оператора сложно. Сюда вот, это чтобы сухо было. Сюда мы положим уголек. Свежий уголек, только уже остывший. И это в дождливую погоду где-то укрыться, труд капитальный. На него только искру, потом его самого раздую, уже у тебя уголь горячий. В него завернул, сухое что-то. Тоже здесь. Вот. И вот так. Это у меня, ага, фляжница. Ну вот, вы видели фляжка моя. Это тоже самодельная фляжница. Магазинная шла, но она ненадежная. Они, понимаете, сделали как? У них пробка на вот такой фляжнице была установлена. И как быть, вот допустим, надо снять тебе, надо пробку откручивать. Куда ты денешь фляжку полную? Воду выливай. Вот. А здесь я сделал вот так, кожу прикрепил, сделал таким образом, чтобы... То есть пробка была рядом с фляжкой. Вот фляжница. Сейчас. То есть смысл этого пояса в том, чтобы у тебя все было постоянно на тебе. Не где-то лежало, чтобы все было под рукой и тебя как бы разгружало. Это такая разгрузка самодельная. Она, правда, выглядит так, как в 19 веке. Но я специально маленько стилизовал. Так, меня обрезает, наверное, кадр. А вот это у меня на поясе висит. Фальшвеер. Сюда еще топорницу, но я пока ее на понягу пристегнул. Это фальшвеер. Почему он так выглядит? Сейчас покажу ближе. Видите? Это колпачок его прикрывает кожаный. Раз, вот он. Смотрите, что получается. Он у меня уже соединенный без пробки. Надо открутить пробочку обычно на фальшвере, потом выдернуть соплю вот эту вот. Она, видите, у меня соединена. Это пластиковый шприц Жанне. Такой пенал получился. Как патронтаж вот для фальшвеера. Все. Вода сюда не попадет. Это на тот случай, сами понимаете, Топтыгин считается, что он именно фальшвеер, он не любит шум, пламя. Поэтому его можно таким образом отогнать. Чтобы все было под рукой, чтобы у тебя не будет времени откручивать пробочку, дергать эту соплю, веревку. Ты должен схватиться и выдернуть. И он должен гореть. Я его сделал, но еще не испытывал. Сейчас будем испытывать. Сейчас меня куры засмеют. Так, если не сработает. Это что касается. Про льняную одежду я вам говорил. В летнее время льняная рубаха. Под заказ мне сделали. Все. Сейчас вот я уже сыренький. Сейчас дождь пройдет, я через 10 минут буду сухенький. То есть и не жарко, но чтобы прохладно, поэтому жилетка. Она как бы такая комбинирующая. Так, дай-ка жилетку понягой накрою, а то она отсыреет. Так. На камень положим. А, еще сейчас один момент. Уружье. Уружье. Почему я говорю уружье? Раньше в 19 веке в Сибири ружье называли уружье. Ну, видимо, то, что оружие, называли уружье. 12 калибр. Ружье моего деда. 68 год. Отец мой в 5 классе учился. Пришел из школы, дед его купил. Экспортный вариант с великолепным боем. Что пулей, что дробью. Практически подранков не оставляет. Экспортное ружье. Так, надо стволы, наверное, натекло, я неправильно положил. Я на всякий случай. Я не браконьер. Не дай бог. Но, как говорится, на всякий случай. Береженого Бог бережет. Местные ребята сказали, что нынче, говорит, тайга голодная, мишек очень много. Выходят, но пока таких случаев не было, тяжело. Ну что, давайте испытаем фальшвеер. Посмотрим, работает, я сам не знаю. А это надо понимать, работает или нет. Так, стволами вниз маленько, чтобы не натекло стволы. Ну давайте испытаем. Так, вот он под рукой. Фу, не знаю, что будет так, он пропасть, чтобы пропасть не улететь. Он старый, кстати. Вот, допустим, ты идешь. Ем, с пятачком, большой-большой секрет. Или что-то делаешь. Давайте, как будто мы что-то делаем. Так, сейчас чайку попьем. Ага, тут костерок. Там сук треснул. Медведь! Топтыгин! Сработало, видите как?
Где-то 45 секунд будет работать. С таким шумом. Родина! Родина! Слушайте, долго, да? Ну где-то 42 секунды или 45. Так, колпак кожаный мы забираем, он нам нужен. Сейчас фальшвейер догорит. Но я его здесь не буду оставлять, чтобы пластик тут не валялся. Я его с собой, там потом вывезем мусор и выкинем. Все, видите, пенал пустой. У меня есть еще 2 фальшвейера с собой. Потом новый также уже намотано, перезарядим. Все, там уже все готово. Ну вот такая система. Это что касается снаряжения. И еще одно хочу сказать. Я как-то от природы, я худощавый, но я жилистый. Тяжелое что-то мог поднимать долго, то есть выносливость у меня это все было. А вот по горам нынче походил, в городе засиживаешься, работа, то да сё, выживание вечное. О, паря, возраст дает знать. Значит, нужно начинать заниматься спортом. Физические нагрузки. Иначе путный проект не снять. Матыгинский район, вот это место многоостровья еще чем уникально. Я его называю по большому счету оазис Красноярского края. Здесь есть все, огромная река, самое главное, которая привязана все. Малые речки, которые впадают в притоки. Огромные, большие острова, их очень много. Пески, где можно купаться, загорать. Есть болото, где собирать клюкву. Хорошее, серьезное, денисовские болота. Тайга, чернолесье и сосновые леса, бары корабельные, ангарские. Все, наверное, многие слышали про ангарскую сосну. Все, что природа дает, здесь есть в комплексе. И равнина, и скалы. Только горниц со снежными шапками, но не дальше. Саяна, Вергак. Хорошая земля. Ну и завершая беседу, еще раз хочу сказать, ребят, вот молодым людям, кто только начинает жизнь. Я знаю, вы скажете, да у тебя старый пердун, как тебя слушать, сейчас все новое, мы сейчас все по-новому. Да, время изменилось, многое изменилось, но суть остается. Имейте мужество следовать за своей мечтой, даже если ваши родители будут вас отговаривать, даже самые близкие, никого не слушайте. Иначе потеряете много времени, как терял его я. У меня разные люди попадались в жизнь. Попадались многие те, кто назад тянут. А я уважал этих людей по юности. Но попадались и те, кто толкал меня вперед. И вот этим людям я благодарен до сих пор. Они уже забыли, наверное, что говорили мне. Время прошло, и не знаю, живы ли они, и не знают они, жив ли я, если вообще обо мне помнят. А я их слова вот несу, и они разжигают во мне энтузиазм до сих пор. Поэтому те, кто стремится к чему-то в жизни, молодежь, старайтесь опираться на таких, в первую очередь на самого себя, но и знакомства заводить такие, не то что знакомства, а вообще брать в пример людей, кто шел и шел и шел к своей мечте и добивался мечты. У лузеров вы ничему не научитесь. Да вы сами об этом знаете. И кто-то скажет, да ну у тебя, дескать, дед, что тут нам тут? Мы сами разберемся. Но время пройдет, молодой человек вырастет, и потом когда-то скажет подобно тому, что сказал я, и все повторится.
Так вот, чтобы этого не было, не бойтесь следовать за своей мечтой. Все у вас получится, ребят. Верьте в себя. А я буду идти за своей мечтой, что бы там ни было. Мне отступать некуда и терять мне нечего. Многое осталось уже за горизонтом, за горой. Многие, кто-то умер из друзей, кто-то уехал. Жизнь раскидала. Так потихоньку жизнь обгрызает тебя, обгрызает со всех сторон. Время ты время, никого ты не щадишь, ничего. Ни нас, ни людей не пощадишь, ни леса эти, ни деревья. И даже горы эти время не пощадит, сотрет их когда-то. Поэтому надо не тратить время на всякую чепуху, а стараться жить, радоваться жизни, следовать своей мечте. И в своей мечте, возможно, ты будешь кому-то полезен. Сейчас Русю крикнем. Слышит, нет? С горы. Руся! А, там лодка идет, он не услышит. Сейчас лодка пройдет. Смотрите, я где сижу, пропасть сразу. Медведь бывает так, развлекается. Где-нибудь идет на горе, какой-то камень, выворотит, скатит его с угора вниз. И смотрит, как он там. Интересно ему. Ну что, мои золотые серебряные, еще раз выпьем особого старательского. Вода — редкое богатство в горах. Там он фронт дождевой скоро подойдет. А нам еще как-то надо рыбу удить. Серьезные проекты, это нужно уходить одному на месяц. Чтобы время было. А так все урывками. Вот смотрите, я сейчас понягу одену, я вам говорил. Как вот сейчас буду одевать. Вот лямочки. Как раз тонкие лямки, плечи будут резать. Ничего подобного. Раз. Опа. Вот я ее одел. Вот сейчас она у меня как обычный рюкзак. Да, рамный, но обычный. Я его ношу на плечах. Сейчас вот на плечах висит. Теперь берем вот эти рожки, на которые одета лямка. Хоп, и стальные уши, которые в кожу заплетенные. Вставляем. Хоп. Все. И теперь смотрите, что получилось. Плечи. Видите, у меня нет давления на плечи. Я вот даже не поднимаю. Он просто вот опирается, чтобы туда-назад не упасть. А вся масса давит в пояс. Патроны тяжеленькие. Вода. Здесь масса спереди и сзади. И ты разгружен. Все. Ты можешь вот нагибаться с ней, что хочешь делать. Она никуда не денется. А сбрасывается тоняга элементарно. Вот такая, вот таким образом. Я просто могу из нее вышагнуть сейчас. Там, в принципе, у меня только чашка не сломалась. Ну, допустим, я не буду полностью сбрасывать, чтобы там чашка не сломалась. Вот, допустим, делаю шаг. Раз, вот она полетела с меня вниз. Вот раз. И я без нее. Это если что-то где-то экстренно нужно будет сделать. Так что поняга — это вещь. И кажется, вроде бы рамка-то небольшая. А вот на эти ремни сюда можно понастегивать вот такой вот ворох. И все это ты будешь носить на спине. В центре тяжести. У нас же в районе таза центр тяжести у человека. Вот на это и расчет. Сейчас постоим 3 секунды. Остыл, чтобы с собой забрать. Чтобы здесь пластик не оставлять. Так, потом мы когда приезжаем куда-то, у нас мешок под мусор берем. И все, что можно сжечь, мы сжигаем. А все, что такое, ну вот, допустим, даже железные банки консервные, их можно сжечь. Это же металл тонкий.
Сжигает, аж крошится, это не страшно. Только сжечь надо его, не так, не бросать. А вот стекло с собой, пластик сожгем, чтобы у нас была чистота. Это уж привычка выработанная давно. Лодка идет. Ладно, в путь. Здесь они выйдут раньше. Сахарку положим. Увидят. Увидят. Великая скала. Земли давильный камень. Своей тяжестью ты сдерживаешь дерновину земли, чтобы ее не поднял ветер. Благодарю тебя за гостеприимство. Надеюсь, и я не был хамоват и груб. Будем живы, здоровы, будем крепки и бодры, в хорошем настроении. Тогда я приду к тебе еще раз. Увидимся потом. Здесь осторожно, парень. Сейчас скала скользкая после дождика. Надо очень аккуратно. Все темки и прочее.